Как работает система в США? Вот у тебя BMW M440, все дела. Ты отдал за нее 72 тысячи долларов. Мыть тебе неохота. Ты звонишь в BMW и говоришь: у меня машина грязная. Хочу что-нибудь другое. И он сразу же пригоняет вот новую BMW. Гибридную, правда. Плагин 530i. Не знаю, конечно, насколько раньше нее хватает на батарее. Звучит, конечно, как стиральная машина. Вся скрипит. Она совершенно новая. Пробег 1000 майлов. Школьный сезон начался. У нас через дорогу здесь школа. И как раз таки в это время, сейчас 3:30, они заканчивают учиться, и все родители едут забирать детей. И здесь трафик становится просто ужасный. У нас еще выезд из апартаментов такой убогий, что когда ты выезжаешь, ты не видишь, что у тебя слева, что у тебя справа, потому что вот так вот кусты посажены, и тебе надо морду на полдороги высунуть, чтобы что-то увидеть. Кстати, вот я сейчас пересел с М440 на 530. Она такая мягкая, какая-то вальяжная, не сильно управляемая. Но опять же, я езжу в эко-режиме. Кто знает, может быть, у нее есть здесь спорт. Что может в спорт-режиме 2-литровый мотор? Скорее всего, больше звука, чем дело. Но просто реально, я вот на М440 ездил, там расход 20 mpg. Я заправлялся каждые 3 дня. Наверное, да, максимум. Потому что по заказам ездишь, по часу в каждую сторону. Пробег очень большой, ну, соответственно, расход тоже очень большой. Попросили у BMW гибридную тачку, чтобы за бенз уже не так много платить. Я посмотрел брошюрку, у нее показано 65, по-моему, mpg, если батарея заряжена. А если батарея не заряжена, и она в обычном режиме едет, то у нее 27 mpg. Но я вот сейчас еду чисто на батарее, она едет как электромобиль. Я себе так представляю, что она едет как электромобиль, потому что я ни на одном электромобиле еще не ездил. Наверное, только в Тесле один раз пассажиром, в Model 3 в такси. Но там я уже не помню, честно говоря, как она ехала. А здесь именно за рулем, да, она такая, знаете, есть небольшая электротяга, но после 70, по-моему, майлов в час она переключается на двигатель. Я вот включил гибрид, мы сейчас едем, показывает 90 mpg, но она едет на батарее, я так понимаю, потому что показывает, двигатель не работает. После прошлой М440 я когда сел сюда, очень долго настраивал сиденье, вообще не сильно комфортное, пришлось буквально минут 10-15 подстраивать сиденье ближе, дальше, угол наклона, руль. То есть если я буду удобно садиться далеко от руля, чтобы у меня ноги комфортно чувствовали, руль становится далеко, и мне приходится ближе двигаться. И вот я туда-сюда ездил, руль туда-сюда вертел, наверное, минут 10-15, чтобы вот поймать свое более-менее какое-то положение. В М440 я сел, и буквально сразу же никаких настроек не надо было. Там сиденье, вот как влитое, оно тебя обнимает, и все. А, собственно, что за заказ у нас сегодня? Мы меняем люстру потолочную на вентилятор. Сейчас я приеду и все вам покажу. Так, вначале нам, естественно, нужно отключить электричество. Я уже нашел автомат, уже пометил его, потому что обычно у них здесь ничего не понятно. Случайно отключил им вошер, который стирал вещи, но ничего, все нормально. Вот нашел, который в комнате свет, выключил. Сейчас пойдем менять. Итак, вот наша задача поменять вот эту люстру на вентилятор. Вот такой вот маленький небольшой вентилятор. Москито. Вот такая небольшая работа, повесил вентилятор. Всего лишь 40 минут, заработал $40. Посмотрим, еще типанет, не типанет. Но за 40 минут $40, не знаю, я бы в России 4 косаря за 40 минут никогда бы не заработал.
мне бы пришлось работать 2 дня, чтобы заработать 4 косаря. Поэтому дела идут хорошо. А на сегодня еще 2 заказа у меня появилось. Сейчас один заказ — это сборка кровати, а на втором заказе нужно будет собрать кровать, нужно будет собрать дрессер, какую-то маленькую полочку и еще повесить зеркало. Вроде бы сказать пятерка, новая, буквально пробег 1000 майлов, это 2000 километров условно. Скрипит люк. Ты едешь, и он скрипит. Как так? Машина стоит 7 миллионов рублей. За 7 миллионов рублей у тебя скрипит люк. Барахло получается. Наконец-то нашел зарядку. Здесь можно стоять 2 часа электромобилем. Ты не платишь за паркинг, ты не платишь за зарядку. То есть зарядка здесь бесплатная. 16 ампер заряжается. Будет заряжаться очень долго. За 2 часа, наверное, зарядится на 15 майлов. Устал, трындец просто. Первый я собирал очень огромную кровать IKEA. Собирал на Лонг-Биче 3 часа. Это первый раз, когда у меня IKEA кровать собиралась 3 часа. Это такая огромная кровать, и еще и хедборд вешается на стену. Вот. Потом я быстренько с Лонг-Бича поехал на Манхэттен-Бич. И там уже 4 часа я собирал дрессер, я собирал полочку такую в ванную, я вешал зеркало, я вешал кровать. Я собирал кровать. Это получается такой гостевой домик, где они, видимо, сдают, или кто-то из родственников у них туда приезжает. Очень большой дом, красивый, на Манхэттен-Бич. Видно, что у людей деньги есть. Все они покупали с Амазона. Собрал, получается, вот этот вот дрессер, кровать. Собрал вот эту полочку, шкафчик маленький, повесил им на стену. Также зеркало повесил им на стену. И вот повесил еще вот для полотенцедержатель, полотенцесушитель, как хотите. И парочку картин в детской. На все это ушло 4 часа, каждый час по $35. Икеа тоже по 33, по-моему, была, или по 35, не помню уже. Да, 3 часа я первую работу закрыл, и 4 часа я вторую работу закрыл. 7 часов, $250, еду домой. Устал, сейчас заварим кальянчик, чаечек и проведем этот вечер с кайфом. А вы думали, так вот просто я зарабатываю деньги на Пуэрто-Рико, а также на подарки моей жене, которая стоит по 10 тысяч? Вот, пожалуйста, друзья, полгодика пришлось фигачить, чтобы заработать вот на это. В России я бы никогда это не заработал, так что я счастлив и рад. А сейчас я уже заезжаю к себе в апартаменты. Всем удачи и пока.